Всем привет! Мы семья, которая в поиске своего места под солнцем. Так случилось, что мы живем на несколько стран и пока еще не выяснили, какой же нам все-таки лучше, потому что нам везде хорошо. Так вот, переезжая в новое место, мы, как и все, пытаемся найти новую информацию от, скажем так, местных или бывалых. И решили внести свою лепту также, создавая видео с советами и полезными штуковинами, делясь нашим личным опытом, который, я надеюсь, будет полезен и вам. И сегодня выпуск снова про Эмираты, а в частности про Дубай. И тема у нас сегодня наижизненная – это магазины и супермаркеты. Переехав в новое место, у вас всегда уходит много времени на поиски магазинов, базаров, точек, в которых было бы недорого, вкусно и качественно. В таких случаях я всегда советую ориентироваться на местных и постоянно повторяю, что там, где, например, едят местные, будет вкусно и бюджетно. Там, где покупают местные, будет хорошо, качественно и проверено. Они же лучше знают. Также и с супермаркетами. На канале есть уже несколько видео про Day to Day, про ярмарку Global Village, про сетевые супермаркеты, там, где покупают местные. И мы, думаю, так же, как и вы, стараемся не покупать все в одном месте, а искать выгодные предложения в разных локациях. Ну, например, вы привыкли мясо и творог покупать на рынке. Хозтовары вы заметили, что лучше покупать в метро, а за домашней утварью вы ездите в Ашан. Так вот и в Дубае. У нас есть 3 основных супермаркета, в которых мы покупаем все необходимое. Что-то мы заказываем на Noon, это онлайн-приложение с доставкой на дом. Что-то мы покупаем в магазине под боком, а зачем-то нам выгоднее ездить в Lulu Market, который довольно популярен у местных жителей. Так вот, сегодня я вас хочу провести именно по супермаркету Lulu и показать, что мы здесь любим брать. Так что, если вам эта тема интересна, устраивайтесь поудобнее и поехали! Считается, что этот супермаркет более рассчитан на индийское население страны. Но хочу вам сказать, что и европейцев здесь хватает. Просто жители из Индии и из Пакистана составляют львиную долю населения Дубая, поэтому их везде много. И плюс работают они в основном не за очень высокую заработную плату, поэтому и выбирают, соответственно, бюджетный сегмент супермаркетов. Я люблю эту локацию из-за кондитерской. Здесь хороший выбор свежих суши и салатов. Здесь также есть пара наименований, которые я редко нахожу в других супермаркетах. Но давайте обо всем по порядку. Я буду стараться показывать вам цены в разном наименовании, но учтите, что курс, конечно, может меняться. Единственное, что здесь не меняется, это соотношение доллара и дирхама. Торты в Дубае – это мероприятие не из дешевых. И, как видите, здесь они, например, вообще недорогие. Вот эти торты, например, очень похожи на медовик. Они даже называются honey cake. И вот мои любимые орешки, которые, к слову, совсем не бюджетные. Hadi söyle biz ne için buraya geliyoruz? Bunlar için. А вот за этими ребятами мы приезжаем сюда специально. Подруга их просто обожает и выбирает, чтобы в коробочке были макарушки ее любимого вкуса. И стоят они здесь, кстати, чуть дешевле, чем бесплатно. Yani kırmızı ve yeşil bol bol arıyoruz.
Aynı koymuyorlar değil mi eminsin? Evet, hepsini farklı. Ha bak bu Sence? bayağı turuncu. Bu turuncu. Sence? Tamam. Tamam. Также мы любим здесь брать еще готовых цыплят. За $4 можно взять готовую курочку на гриле, эдакий вариант для ленивых или когда у вас нет времени на готовку. Дальше хочу показать вам сыры, молочку и кисломолочку. Hadi fazla gel. En pahalıyı bak. En pahalı hangisi? Ya mesela bunlar fena değil. Ama onu... Конечно, короче, kalsana karışık. Tuhaf duruyor ama karışık. А вот, например, сырная тарелка 75 дирхам. Дальше идут варианты сливочного масла, сырные колбасы и даже мы нашли шоколадное масло, которое, я помню, мы очень любили в детстве. Ama sanki biri kan vermiş değil mi gözüküyor? Ya da biri ciğerini mi bırak? Кстати, во время Рамазана здесь продавались всегда вот такие различные боксы для ужина. Давайте пройдемся еще немного по молочке. Вот, например, лабан – это аналог нашего фруктового кефира или йогурта. Мы очень любим такие вот несладкие йогурты, которые используем вместо сметаны и заправки. Их, как и в Турции, здесь, кстати, очень много. А вот на родине прям не хватает. Часто здесь бывают различные скидки, когда вы можете, например, взять 2 товара по цене одного. Поэтому советую вам обращать внимание на разные акции и кампании. Azuzu. Azuzu. Yavrucuklar, sen... Впервые с такими свежими соками мы познакомились в Таиланде. Здесь, конечно, цена немного отличается, но все-таки тоже приятно. Надеюсь, что с курсом валют вы уже немного разобрались, и в этой части я не буду переводить, уж очень густо и непонятно получится. Но суть в том, что овощи и фрукты привозятся из разных стран, поэтому развилка на один и тот же фрукт, например, будет иногда огромная. Кстати, для ориентирования в ценах я вам советую вот эту программу «Конвертер». Она может даже работать офлайн и отличный помощник, тем более бесплатно. Так как Эмираты являются мультинациональной страной, здесь огромный выбор продуктов действительно на любой вкус и цвет. И здесь можно найти практически все. И то, что вы даже никогда не видели. Причем основная часть свежих овощей и фруктов здесь целый год, потому что везется это все из разных уголков мира. На следующие 2 места в супермаркете я хочу акцентировать ваше внимание. Первое – это межрядные серединные прилавки, на которые выставляют аукционные продукции, типа 2 по цене одного. Не всегда реклама соответствует действительности, конечно, но зачастую что-то интересное все же можно найти. Мы
Многие наши друзья жалуются, например, на то, что здесь не могут найти любимые вкусы той или иной марки чипсов. Зато есть иные. А вот еще второе место, о котором мало кто знает, это стеллажи продуктов с оканчивающимся сроком хранения. Просроченные продукты здесь вы не увидите, за этим строго следят. А вот, например, шоколадки, батончики с месячным периодом поедания найти прям легко. Единственное, смотрите на дату истекания срока годности, как быстро он заканчивается. Чем меньше срок годности, тем ниже цена. Рыбы и морепродуктов здесь тоже довольно большой выбор, как в упаковках мороженой, так и свежей. Дальше идет мед и различные медоподобные конструкции. Я сейчас посмотрю по цене. Далее я хочу показать вам немного хозтоваров, средства личной гигиены и лекарства. Так как мы живем за границей, то и многие друзья у нас интернациональные. Так вот, своему ребенку я всегда говорю, что знание языков, ко всем своим явным преимуществам, обладает еще одним. Это возможность выбирать себе друзей по духу, не ограничиваясь языковым барьером. Того, с кем бы было весело и круто, с кем можно было пойти как на край света, так и за покупками в магазин. Так вот, советом этого видео сегодня будет банальная правда. Если хотите себе хороших друзей и возможность выбирать комфортную страну для проживания, учите языки.
Ну, а у меня на сегодня все. Надеюсь, вам было полезно. Переходите на канал, где я рассказываю о том, как мы живем за границей. И до встречи в новой локации. Пока-пока!